как и у всех его собратьев с конвейера. Он был обычный чайник, не электрический, не золотой, у него даже свистульки не было. Ну и как все чайники, он попал в чьи-то руки. Наш чайник попал в руки Ольги Викторовны Трофимовой. И отсюда начинается его приключение. Он проходил через чай и кисель, через кофе и горячий шоколад, через горячую и холодную воду. Ничто не заставляло его тормозить, только одно – ржавое днище. Потом ржавчина, как плесень, переходила на стенки, крышку, носик беззащитного чайника. Недолго ему оставалось батрачить на детских руках, но случилось это раньше, чем он думал. Утонул. Искали ржавый чайник без остановки, беспрерывно, долго, магнитами разными, ногами человеческими, но не находился он. Пришлось проститься с ним. И особенно Александру Викторовичу, так как он оставался каждое утро без кофе.